Доброй ночи, дорогие подписчики, телезрители моего YouTube канала и просто людей, которые случайно зашли на мой YouTube канал. В наше неспокойное время, к сожалению, есть вероятность, что YouTube площадку отключат и видео будет некуда по факту выкладывать, поэтому мы решили открыть для вас телеграм-канал. Внизу будет ссылочка для того, чтобы вы могли подписаться. Подписывайтесь, чтобы мы не потеряли друг друга, чтобы вы всегда могли посмотреть мои видео, пообщаться со мной и увидеть что-то новое, интересное, то, что я, скажем так, делаю со своими друзьями, со своей командой. Сегодня мы обсудим, не обсудим, я вам расскажу историю человека, который влюбился, у которого долгие чувства с детства, девушки, которая воспринимает его как просто друга. Я уже много раз говорил, что ко мне обращаются с разных стран, во всем мире. Самое первое, что важно для мужчин и женщин, это семья, любовь, близкий человек, найти любимого человека, найти любовь на всю жизнь. 90% мужчин и женщин ищет себе свою вторую половинку и хочет создать семью с человеком, который будет тебя любить, понимать, принимать таким, какой ты есть. По моему опыту, к сожалению, по-настоящему мы встречаем свою любовь всего один раз в жизни. И очень часто, что этого человека мы упускаем из-за своих обид, скажем так, тараканов, из-за своего идеализма или желания видеть не человека, а свою картинку реальности того, что вы хотите, чтобы человек делал или кем он был. К сожалению, часто мы теряем людей, которые нам близки и дороги, из-за гордости и своей картинки, которую мы представляем, какой должен быть наш партнер. Во всем мире любовь и связь и отношения – это одно из самых важных. К сожалению, в нашем мире любовь, отношения, семья начинает отходить на второй план, и это заменяется, семейные ценности заменяются деньгами, всякими развратными вещами. Но, к сожалению, так наш мир устроен, от этого все войны и проблемы, от того, что кто-то пытается перестроить божественное, скажем так, провидение на что-то новое под свои какие-то реальности, изменив человечество. Значит, сразу вам скажу, что когда вы что-либо делаете, в магии, в любви, привораживаете или делаете вызов или сексуальную привязку, вы должны понимать, что вы действительно любите этого человека, а не это просто обида или желание отомстить, или желание иметь. Многие обиду, к сожалению, воспринимают за любовь. И многие приходят отомстить, а не вернуть человека, найти ошибки и создать семью. Теперь я расскажу о истории. Значит, человек обратился ко мне из Индонезии. Средняя семья. Все детство рядом с ним жила девочка. И дружили просто как парень, просто как друзья, без всяких отношений. Прошли годы, девушке уже 25 лет, парню 28 лет. Но девушка до сих пор не нашла парня, скажем так, еще ищет. А парень до сих пор в нее очень сильно влюблен. Они до сих пор общаются. Девушка его воспринимает как друга, не более того. Парень очень сильно ее любит уже, грубо говоря, лет 10-15. Но девушка никак не может воспринять этого парня. То есть она не принимает его как мужчину. В глазах девушки это просто друг. Сколько раз не пытался наш молодой человек, к сожалению, она всегда ему говорила, что я не вижу в тебе мужчину, я не готова с тобой общаться как с мужчиной, я готова с тобой общаться как с другом. Часто такое бывает в начале отношений, когда мужчина и женщина общаются с друг другом с детства, либо мужчина, либо женщина влюбляется, и либо с той, либо с другой стороны
либо мужчина, либо женщина не воспринимает вторую половинку как партнера, а воспринимает как друга. В данном случае обычно делается вызов и любовная привязка, чтобы у человека разгорелись чувства и появилась любовь. В данном случае я предложил парню сделать любовную привязку, чтобы она начала видеть его как мужчину и влюбилась в него как мужчину, а не как друга. И он оплатил мою работу. Я уже отработал почти 2 недели, сегодня мы будем заканчивать эту работу. Сразу вам скажу, что перед тем, как ко мне обратиться, перед тем, как вы решите сделать ту или иную работу, приворожить мужчину, приворожить женщину, вы хорошо подумайте, насколько действительно вам это нужно. Потому что мир так устроен, что сколько энергии ты забираешь, только ты отдаешь. Если вы ничего не отдали человеку, то вам же будет хуже в итоге. Да? У вас будет в другом варианте жизни. То есть, если вы любите человека, и вы готовы ему отдавать, любить, то есть смысл что-либо делать, привязку, приворот или восстанавливать семью. Если вы хотите открутить чуть-чуть время назад, вы понимаете, что в чем-то ошиблись, вернуть человека, это имеет смысл. Если вы хотите восстановить семью, это имеет смысл делать. Если вы действительно любите человека, но если вы просто хотите воспользоваться финансовой частью, да, и просто воспользоваться человеком, поймите, деньги не стоят жизни далеко. На этом мы заканчиваем, переходим к работе. Делаем так, чтобы девушка влюбилась в нашего парня и начала его воспринимать как мужчину, давая ему шанс построить с ней отношения. Надеюсь, у них будут хорошие отношения, это будет нормальная, хорошая семья индонезийская. Парень ради этой девушки готов все сделать. Более того, семья этой девушки выше статусом, чем семья нашего парня. И за 10 лет он добился всего, чтобы настолько он любит девушку, настолько он полюбил ее с детства, он добился всего и поднял свой статус, и много-много работал, лишь бы его будущей жене, как ему казалось, было хорошо. На самом деле, когда люди любят друг друга, деньги не особо имеют значение. Жизнь за деньги не купишь, и любовь за деньги не купишь. За деньги можно купить секс и обман. А настоящее чувство ты не купишь за деньги. Поэтому самое настоящее счастье — это когда ты любишь человека и человек любит тебя. И это взаимно и надолго. К сожалению, в нашем мире люди все чаще и чаще расстаются и вместе находятся. Очень редко такое бывает, что люди раз друг другу расписались, стали мужем и женой и живут до старости, как наши бабушки, дедушки. Это все из извращения мира, из-за того, что люди думают: я найду нового, вместо того, чтобы строить эти отношения. Вы же выбирали этого человека. Вместо того, чтобы строить нормальные отношения, уходит там, где проще, там, где не надо что-либо делать для создания брака, семьи и долгих отношений. Потому что, вы же влюблялись в человека, вы же его любили. Значит, всегда есть шанс, если я не говорю про
когда человек неадекватный, бьет или еще что-то, или наркоман, или еще что-то. А когда если просто любовь ушла, вместо того, чтобы построить отношения, восстановить отношения, постараться сделать все, чтобы они были, люди просто уходят в другие отношения и в секс. А это неправильно, это извращенное понимание мира. Если ты любишь, тебя любят, за любовь надо бороться, а не показывать свой характер. Ведь в жизни важнее любви, отношений, семьи, близкого человека нет ничего на свете. Ни одни деньги тебе не заменят ни любовь, ни счастье, ни счастье с любимым человеком, иметь детей, растить детей, вместе стариться, вместе проводить время, друг от друга заботиться. Парень пообещал, что когда она скажет «да» на его предложение, что я поеду на свадьбу. А на самом деле в Индонезии, на Бали. А на самом деле я был уже в своей жизни наверное, на свадьбе 200, а может быть и больше. Очень жалко видеть, когда люди говорят друг другу «да» и любят действительно. И проходит 2-3 года, и они расходятся. И причем не расходятся не потому, что не любят друг друга, а потому что устают друг от друга и не пытаются работать в отношениях. Они с обоих сторон ищут причину, почему нет, почему другой человек должен сделать, вместо того, чтобы найти почему да причину. Всегда проще начать новые отношения, чем работать в отношениях и с отношениями. К сожалению, наш мир нынче так устроен, что ценности, семья, любовь, брак, отношения уходят на нет и уступают какими-то странными ценностями, которых не было до этого. Боги не создавали нас такими, и это придумали, эту систему, когда не надо бороться, не мы, не боги, не плохие люди, скажем так. Черная энергия, так это называется. Она в этом веке очень сильно забивает все в нашем мире. Многие поддаются этому. Ну а в данном случае, я думаю, в данной семье все получится, они будут счастливы. Я еще раз говорю, что я делаю не приворот. Я делаю любовную привязку, чтобы эта девушка увидела в этом парне не друга, а мужчину. По факту я перезагружаю просто их отношения. И у нее появится интерес к этому мужчине не как к другу, с которым она с детства играла в песочнице, а как к мужчине.
сожалению, в нашем мире все упрощается. А это означает, что люди перестают бороться, перестают стараться в отношениях, в жизни и в любви. По многим календарям, это древним календарям, это век невежества и перезагрузки мира, когда мир перезагрузит, Земля перезагрузит наше человечество, точнее человечество Земля. И по древним преданиям праведные и светлые люди, они выживут и будут продолжать новое человечество. Темный век наступил. И очень надеюсь, что вы будете на светлой части. А мы на данный момент все закончили. Желаем счастья, любви и всего самого наилучшего. Всего хорошего. До свидания.